Насчет кухни тут не знаю в Никольском, но вот банна этот, душевой, в общем, спа-комплекс здесь классный. Специальные кабиночки тебе выделены, где ты можешь, шкафчики металлические. Просто я там не снимал, там, ну, люди мылись. 18 плюс, сами понимаете. Поверните направо. Вот. Так, наверное, мы тут вот так выедем. Не буду я тут через эту стоянку крутить. Как раз там всего пока никого нет. Интернет 4G, ну и стоянка тут такая большая довольно-таки. Нормальное такое место. Хорошее. По-моему, даже тут стоянка по дорожной сети. Как-то я просто никогда не попадала, чтобы здесь стать. Я тут уже и помылся потом, думаю, что потом сейчас останавливаться через какое-то время, да и что-то как-то это подсасывать начал, в общем, опять борщица, туда-сюда, кино, вино, домино, час 40 простоял, не, надо ехать. Уфа, 702. Не, ну до Уфы-то мы сегодня однозначно не доедем. Сейчас время 11:30. Но это по Москве. Соответственно, в Уфе уже 1:30. У нас же опять часы воруют. Что за жизнь? На восток идет. Ну, на запад легче ехать, вот честно. Когда часы добавляются. Тут воруют. Шакал, я, говорит, паршивый. Все. Ворую. Так и здесь. Как дождь закончился. Ну, это временно, наверное. Там тучки на границе ходят хмуро. Облачно. Я не знаю, ну, где сегодня? Где ночь застанет, там и спать. Посмотрим, где это будет. Как бы больше в Яндекс не лазил, не смотрел. Хотя тут перед Чебоксарами, после Чебоксар, наверное, стоит заглянуть. А как вообще смысл какой? Мало ли, только если что. Сейчас же уже везде широкая. Почти везде там. Буквально чуть-чуть. После Свияги там в Татарстане. Еще когда на подъем там узенько. Ну, ремонт. А так-то везде широко. Четырехполоска. Надо будет на объездной Чебоксарской заглянуть. Потому что можно тогда объехать через... Уйти как на Сыктывкар. После... Ой, господи, что ж с памятью на моей стало. После Кугеси. Ходишь на Сыктывкар через Волгу. И уже по тому берегу Волги там едешь через Волжский, Зеленодольск. По километражу там, наверное, то же самое получается примерно. А здесь пока еще даже смысла смотреть нету. Все равно другой дороги нет. Сура. Ну что нам скажет красавица Сура? Ну, Сура еще не вскрылась.
Где не вскрылась, там уже льда-то нет совсем. Я не могу понять, это лед или вода? Вода! Какое, говорит, не вскрылось? Тут же запаха льда не осталось даже. И по оке еще течет, а тут уже даже все. От слова совсем. Лед, ты где? Нету. Говорю, киса Воробьянина. Нету. И так она не очень-то и поднялась в берегах, я смотрю. Тоже красивая речка. Ладненько-то, да. Погнали. Кстати, мы в Чувашии. С чем? Нас можно поздравить. Пламенный Чувашии. Ой, газку не останавливаться. Вот как раз таки есть Кугесси. И Яндекс нам говорит, что нам говорит Яндекс? Яндекс говорит, что все зеленое до набережных Челнов. Ну, это я не считаю. Светофорчик. Раз зеленая, значит едем без всяких выкрутасов. И Казань объездная зеленая показывает. Там на ремонтах. Сегодня суббота. Уже все, кто хотел, все уже уехали за город. Вчера вечером, сегодня с утра до обеда, до полудня. Уже 11:30. Еще до Казани. Часа полтора. Может 2. Не, 1,5, меньше. Вот. Завтра уже, да, там на ремонтах опять поток машин будет собираться. Две недели назад здесь был лед и сидели рыбаки. Сейчас уже отсюда вижу там прямо это. Все разлилось, Волга. Разлито полностью. То есть льда нет, снега нет, ничего нет. Красота. Все местные эти заливы, окраины, все залито водой. Или залито. Казань, Казань на горизонте, столица Татарстана. Снова Казань. Совсем недавно тут ехали. Контрольный пост полиции казанский. Смотрите, как она здесь. А, вот гляньте, 2 недели назад видео. Лед, и там все в рыбаках. Что вот те заливы все, что вот эти. Ну, там они, вот там, которые чуть дальше. А сейчас вот, пожалуйста. Сейчас уже берега вон в рыбаках. Там по берегу бегают. Хотя я не знаю. Наверное, рано еще тут даже и на спиннинге, и на все это дело ловить. Почему рано?
Сейчас как раз весенний жор. Вон еще где рыбачки. Тоже отчаянные ребята, слушайте. Вон они по льду бегают. Я не знаю, я бы уже не рискнул бы выходить. Честное слово, не рискнул бы. А их там много в том заливчике еще. Но сейчас самый клев. Оно ж это вот. Последний лед, самый клевый. Я помню, как мы там. Ну, еще там. До того, как вот в международной перевозке пошел. Было время там каким-то еще зимней рыбалкой заниматься. Мы с корешем ездили там у нас. Ну, кто в Беларуси знает, там Шишицкое водохранилище такое. Мы зимой постоянно ездили, там что-то раз в 2 недели мы туда раз уезжали на выходные. Этих ставок настаиваем, там сидели, ту плоту. Ну так нормально, и щучек вытаскивали. Интересно так было. А вот уже весна, тут уже вот лед он уже был такой, уже очень подгулявший. Так мы выходили, клев зато был какой. Мы выходили на лед, у нас у каждого вот такая палка была длинная. Без нее мы по льду не ходили. Ну, то еще молодые были, господи, сколько там лет-то было туда. Тоже там еще с мозговым веществом было не все в порядке. Вон тоже сидят, юмору. Я вообще не понимаю, как они туда даже попали. Потому что тут по краю, я просто не понимаю, как туда можно зайти на этот лед. От берега уже все, там все вода. Как они туда заходят? Какими фанатами надо быть? Ну ладно. Так вот у нас такие метра по 3, наверное, палки были. Без них мы не ходили. Вот типа как у меня вот доски вот на прицепе. Что если вдруг, не дай бог, провалишься, ну мы как бы вдвоем же были. Во всяком случае, можно будет на эту палку опереться. Ну и второй, чтобы смог как-нибудь подползти там этой палкой и вытащить. Но слава богу, без этого обошлось. Ну что-то вот сейчас бы меня не заставили идти. Ну тогда я похудее был, конечно. Весил, может, килограмм 70-80. А не стольник, как сейчас. Ну да ладно, вот что-то вспомнилась мне эта история. Ну тогда вот, именно вот когда последний вот лед был, уже такой, он уже такой вот рыхлый, такой вот, ну, по нему ходить уже даже, ну, стрёмно было ходить. Ну, конечно, не трещал под тобой, но он уже такой был, ненадежный. Ой, тогда ловилось там эти, не успевали к этим ставкам бегать. Щука тогда дурела там. Ты смотришь, одна загорелась. Ну, правда, много таких ложных поклевок было. Ты смотришь, уже одна загорелась. Ну, вторая, только... Ну, что ты делаешь? Ну, ты ж не ехал. Как только выходишь обгонять, он поехал. Что за люди? Ты ж не ехал. А, как это меня, ё-моё, за Диман едет. Меня обгонять собрался. Я и так постоянно. Два часа мы в Казани. Погнали в сторону Челнов. Вот что тут случилось-то? Я только вижу, пыль пошла. Вот это, ну вот буквально сколько, ну километров впереди меня шел. Вот что он, обочину цепанул, что ли? А, да. И что ты туда уехал? Да. Зацепил обочину. Видели, да? Казалось бы, вроде бы обочина. Может быть, отвлекся, может, прикурил. Ну, может, в телефоне, может, что, видите, а
может придремал, чего его влево. Обычно же по правой стороне все едут. Я просто видел это все буквально вот километр вот впереди меня ехал. Смотрю, пыль такая. Ну, что такое? А вот он оказывается. Ну хорошо, хоть не лег, ничего не сложился. Правая часть на дороге осталась. По идее, должны просто выдернуть и все. Может, не оторвал там себе ничего. Чего-то его занесло в эту обочину. Хотя, если ты едешь в правом ряду, а ушел-то он налево, может, и придремал. Всякое бывает. Блин, понаставят тут этих фотоаппаратов тут каких-то. Знаки, видите, фотики стоят. Знаки, полтинники, фотоаппараты. Я, наверное, на пару штук точно попал. И вот уже четвертый, типа ремонта какого-то, что-то они тут разрыли. 50-40, и эти камеры стоят. В две я влетел однозначно. Если они, конечно, работают. Это не муляжи. Провода подведены, может, и не муляжи. Но на пару штук я попал, это 100%. Причем попал, наверное, со скоростью так километров 70 в час. 75, может. 2 раза по рублю, а то и по 1,5. Вон опять сейчас. Че они тут напридумывали на этой? Это они это они все надземные пешеходные переходы строят. Но это, в всяком случае, вот здесь. И вот тоже. Вот 70, 50. Видите, под полтинничком фотичек. И 100% сейчас где-то будут стоять. Сбрасываем, что делать-то? Вон. И вон с правой стороны, это что? Ну, камера или это муляж? Как камера стоит и провода подведены, все. Наверное, камера. GoPro, стоп-видео. Ох ты, там не заблокировано. Нет, встречки идут. Ну что-то очень-очень серьезное у нас на встречке, да? Вот как там по одной, он как-то еле там по обочине как-то пытаются люди объехать. Я даже боюсь представить, какой длины сейчас там собралась пробка. Там, походу, он посреди дороги просто перегородил всю дорогу. Что там случилось? Ай-яй-яй. Охренеть тут. Охренеть. Охренеть. Да он отсюда, а как он туда? Он отсюда шел. Он отсюда шел, пробил это ограждение. Даже боюсь представить, какой длины здесь пробка. Сейчас замеряем.
я больше никого не видел, походу он один. Чё, Делка, так засмотрелся, под впечатлением остался, что ехать перестал. Ты ж меня обгонял, так летел, так летел. А, он съезжает, наверное. А нет, тут это... Видите, пробка небольшая, просто народ, видно, сваливает по стоянкам. Здесь на Тургай становится. Ну, явно, что он уже давно лежит. Что уже гаишники приехали. Я думал, тут колейка до Челнов. И Тургай свободный, что я не понимаю, что так мало. Неужели он только лег, уже гаишники стоят? Ну, значит, недавно произошло. Ярчелны. Ярчелы. Ну, я так понял, да, на татарском. Набережные Челны. Ну, Яр, набережная, да. Все верно. Давненько, давненько. Мы тут не были в Челнах. Давненько. Мужики, кто идет в сторону Казани, дорога закрыта. За Тургаем авария. Фура поперек лежит. Проезда нету, панточки легковые потихоньку проваливают. Так что если что, езжайте. А, я понял, почему там это... На Тургай можно встать, там до Тургая проезд. Почему есть, колейки там нет? Через Елабугу ж можно проехать, точно. Да-да-да. И, наверное... Да-да-да. Через Елабугу можно ж пройти, и ты уже выскакиваешь уже за аварией. Все правильно. Вот поэтому такая большая колейка не насобиралась. Это надо тут использовать эти современные ноу-хау технологии, надо постоянно в этом. Яндекс бил, посмотрел, ага, все чистенько, поехал. Ну а что? Так вот ехавший отсюда, да, ты раз увидел, что здесь, опа, и тебе Яндекс раз предложит через этот проехать. Ну я говорю, по-стариковски уже, как еду, так и упрусь там во что-нибудь. А Дим, когда кто тут постоянно, вот тут не только это, он еще и погоду, не зря, что его синоптик называют. Он всю погоду знает. Ребята, откуда пробочка начинается на Казань? От Тургая. Тургая, там движения нет вообще. Вот только легла, да когда ее сейчас поднимут. Да, там не скоро откроют. Ясно, ясно. Там не скоро. Там пока эвакуатор. Обходите Елабуги. Да, по объездной Елабуге. Там пока эвакуатор, пока то, пока все. Там долгая песня. Ни скорой, ни ментов нет. Мужичка, похоже, накрытого лежит там между разделителей с тряпкой. Кто-то лежал. О, я не успел заметить. Менты ж стояли, как это там не было ментов? Менты стояли уже. А это у нас Нижнекамск там дымит. Наверное. Короче, здравствуйте, Ярчеллы. Время без 26. Ну так, нормально. Уже в Челнах. Брат казах торопится. Да, я там что-то никого не видел. Ну,
А может быть, может кто-то на дорогу выскочил. Значит, очень элементарно, может быть, колесо выстрелило. Тут все что угодно может быть. Тут судить нельзя ни в коем случае. Просто мы ж не знаем, из-за чего все произошло. Факт остается фактом, что он с этой стороны пробил вот это ограждение. И получается, еще и вот так развернулся и лег. Башка-то сюда была. Ну там получается у нас, видите, там немножко дорога с поворотом. Ну, почему это произошло? Ну, наверное, мы никогда об этом не узнаем. Но факт налицо. Бывшая весовая Челницкая. Тут этот проезд по этой плотине через эту вот что-то стоил когда-то там рублей 350, что ли, или сколько. Вот. И мы на этот, даже вот на Уфу, мы в Казани уходили на, как он? Ну, короче, как в сторону Оренбурга идти на... Господи... Выскочило с головы. На Алметьевске еще там как-то город... Бугульма, вот. Алметьевск, Бугульма. Или наоборот. Я уже не помню, я там 1000 лет не ездил. И выходили на пятерку, и по пятерке шли. Это даже этих еще GPS-ов-то не было. А мостик через Челны. Все. В отчет сдавали строго, ну если в эту сторону. Да, 350 рублей деньги были. Ну это же, говорю, когда было, когда он тут бесплатно-то стал. Тут сколько лет-то уже прошло. Это в нулевых, там, начало нулевых, конец нулевых. Или середина нулевых, я не помню. Ну, очень давно он тут. Ты только лыж не вык, господи, видели? Я, блин, уже собрался в педаль в тормоз топить. Но если сейчас лыч высунет, надо бить в тормоза. Так, ну, в Челнах нам останавливаться не надо, никакие магазины нам не нужны, ничего нам не надо. Поэтому, наверное, Челны пройдем. И где-нибудь за Челнами тормознемся. Картошечки с курочкой, с оливьешечкой. Что кушать охота, не знаю. Обед был в 12 часов дня. Какой в 12, полдвенадцатого я поехал, уже 6 вечера. Надо, наверное, поужинать, потом немножко проехать еще. Вот когда поужинаем, да и посмотрим, куда мы поедем. Потому что, ну, если мы поедем дальше, то мы, скорее всего, зайдем в Башкирию. А если мы зайдем в Башкирию, то надо остановиться на стоянку, потому что добавляем 2 часа, все, уже ночь на дворе. Короче, не знаю. Сейчас Челны пройдем. Камский ПСМ Муравей. Что я по второму ряду еду? Можно и по первому ехать. Движение-то небольшое. Вот. Поэтому надо, да, чтобы потом там проехать еще чуть-чуть, пару часиков на стоянку и сразу пайки. Так, если в магазин надо, вот тут будет мало, кто первый раз будет ехать. Вон за этим. Нет, не за этим. Или за этим. Не. Это трубы. Там, по-моему, за следующим светофором там пешеходный переход есть. По нему машину ставишь, на обочине дорогу переходишь. Там магазинов
А здесь одни автосалоны. Хотя тоже вот магнит есть. Или не по пешеходному переходил, а так дорогу перебегал. Не помню. Честное слово, не помню. Нет, наверное, все-таки это вот здесь. Просто дорогу перебегал. Да. Да-да-да. Потому что где те трубы там, вот за ними там машину ставишь и через дорогу переходишь. И все. Куча магазинов всяких разных. И определись, братан, где ты едешь? Ну, как-то вот ты... Непонятно, когда так это гуляет. Ты гульнешь и левое зеркало испортишь ману. У снега нет, видите, да, слово совсем. Всё. Тут уже весна полным ходом. Я помню, как-то по Челнам ехал 9 мая. Может, рассказывал, может, нет. Сломался в дороге? И именно попал на салют. Как раз вот по этой вот дороге я шел. Вся первая, вторая полоса, все было заставлено. Что с этой стороны, что с этой стороны. И как раз и Челны проезжал, и такой салют. Очень здорово было так. Аж так прям на душе так. Не, я соврал. Не слушайте меня, что я вам там наговорил, что там через дорогу перебегать. Вот, пятерочка. Вот. Вот пешеходный переход. Над землей. Машину можно поставить здесь, до пятерочки. Тут пройти недалеко. Вот здесь можно поставить, прогуляться. Спокойно сходить в магазин. А когда-то раньше просто... Ну, давным-давно тоже Челны что-то сюда привозили. И там вот, если вот мы сейчас, ну, кольцо будет большое, через 3 километра, мы направо на Уфу уйдем. А если по прямой пойти, там лента есть, там, я не знаю, километр 3-4 проезжаешь. Там с левой стороны большая-большая лента. Я лишь туда ездил в магазин. Как-то здесь что-то, я не знаю. Тут или тут не было этих магазинов. Ну, давно. Там лента-то уже давно. Так это... Еду, ну там, я знаю, что там, правда, все можно было купить, ну вот, поэтому туда и шел. А потом там эту ленту так вот объезжаешь, то есть не надо разворачиваться сюда, возвращаться, и там потом через промзону и прямо на поворот, ну почти на поворот выходишь, как на Уфу уходить. О, я думаю, где это? А это вот лидерская база, что ли? Это? Нет, Мантрак написано. А, это просто мановский сервис. А, Мантрак, да. А я думал, это база лидеров. А где у них тут база, кто знает? Где-то они тут нычкуются. И... Тут же эти и лидер, и Делка, и эти... Как они... Ой... Короче, тут куча фирм, эти контор-то эти, может быть, даже эти, и H2O, и Олимп, конечно, тоже все здесь, нет? Еще где у нас там мафиоза работал в этой, как она там называется? Господи, Скани у них тоже. Вот память, ну. Разворот для легковых через 100 метров. Поедут они его догонять. Как бы не имел права вот этот на КамАЗе там разворачиваться. Здесь разворот для легковых. Не поехали. Не такое, что он там тут и для легковых, правда?
тоже так думаю. Вон следов грузовиков мерено-немерено. Все разворачиваются. О, и этот тоже на разворот. Или не, прямо едет. И это разворот. КамАЗ-центр Комбат. Короче, я не помню, как называется контора. Там Скания у них. Карголинк, не Карголинк, как-то они. В общем, мафиоза потом напомню. Автотрейд? Нет, Автотрейд это другая, это Челябинский вроде. Автолизер! Во, Карголин, говорю. Какой, смотрите. Автолизер контора. Вот, а что же здесь все кучкуются? И эти, и как они, и 700 дорог, и 701 дорога, и 702 дороги. Все здесь. Говорите, тут все помещаются в этих набережных Челнах. Не, может быть, какие-то и не тут, не знаю, там. Вот 700 дорог точно знаю, что здесь. Может быть, там эти H2O, там Олимпы, они и не отсюда, без понятия. Хотя вот зачем там останавливаться, когда вот можно спокойно, не даже никуда переходить не надо теперь. Но это новое, раньше ее не было. О, все, не слушайте, что я вам там, еще раз не слушайте, что я вам там наговорил. Вот, спокойно можно остановиться, не надо никакую дорогу переходить нигде. Но это и не было пятерочки. По нас ну, видно, что совсем новенькое здание. То есть последний раз, когда я тут ехал, ее не было. Поэтому я как бы за нее и не говорил ничего. А так все, вот где-то километр не доезжая этого кольца большого. С правой стороны тут большой, тут центр, магазин и все дела. Так что забудьте все, что сказано было до этого. Не обращайте внимания. Брат Узбек решил тут остановиться. 80 метров держитесь правее, затем плавно поверните направо. А в ленту вот туда вот мы ездили. Ну там и таможня, и куда ленту знает, потому что на таможне тоже висели там в этом, в Челнах тут, ну, частенько сюда возили. Используйте первый И на КамАЗ я даже что-то привозил, какое-то оборудование. И так серьезно, так в плане поставок город был. Вот это все там, в Челнах, вот там вот все, вот там все промзона. Все, тут она тут огромная. КамАЗ там, завод там, все там. Стас, Дюша, Метелкин, они все там. Это вот, здесь территория промзоны, я не знаю, она больше, может, даже, чем сам город. Жилая часть, я имею в виду, города. Вот там все. И она и туда идет, это и потом направо. Ой, огромнейшая тут. Это все промышленная зона. Набережных Челнов. Задурил я вам голову уже зацепил. Ну а что? Поумничать же надо. Сейчас вот. Если я где-то в чем-то ошибся, поправьте. Расскажите, напишите, что, мол, ты не прав. Это должно быть так и вот так. Все, вопросов нет. А может мне где-нибудь здесь прям в Челнах стать? Где у нас за Челнами там? Ну там, когда выйдем за Челны, там, ну есть там где приткнуться. Надо посмотреть сейчас, может быть. Ну, посмотрите. Там конца и края нету тут этой промзоне. В общем, сейчас прикинем, не знаю, где-нибудь надо. Выберем местечко получше и тормознемся. На ужин. Нифига тут стройку века замутили какую-то.
Здесь вот что будет? Тоже, наверное, четырехполоска. До Башкирии давно пора. Или это тут только мост строят? Нет, судя по всему, да. Будут дальше тянуть. Давно пора, конечно. Вообще все федералки должны быть четырехполосные. Все. С таким количеством транспорта, который сейчас на дорогах, они однозначно должны быть четырехполосные. Ох, скоро за Челны зайдем. И погнали до Уфы опять по четырехполосочке. Класс. Так нигде еще не остановился, представляете? Ну, все как всегда. А сюда вот это съезжать не хочется. Налево крутись. Потом трасса-то тут оживленная, потом хрен выедешь. Долго будешь выезжать налево. Сейчас где-нибудь с правой стороны что-нибудь найдем. Есть тут, я помню. Ну, это я как понимаю, это буду, да, все. Тут у меня все пиликает. Или это просто тут что-то дальше, ну, вроде не видно. Вообще не мешало бы здесь, конечно, до Уфы четырехполосочку сделать. А нет, и тут вон разрыто. Это с этой стороны плавно сюда переходит. Походу. Ну дай бог, дай бог. Что сделают опять дальше. Автобанен. Смотрите, вроде как 10 минут 9 по Москве. Вроде как рано становиться, правильно? Правильно. С другой стороны, до Башкирии здесь, ну, километров 15, ну не больше. Ну пусть 20, ну навряд ли 20. Километров 15. А в Башкирии это уже плюс 2. Уже получается 10 минут 11. Так? Так. А с другой стороны, с третьей стороны ехать осталось 2050 километров на 3 дня. Ну, видите смысл ехать сегодня дальше? Я нет. Тем более мы сегодня жить-то будем. Ну, завтра мы уже будем ехать по времени, которое башкирское. И если до Омска не доедем, а до Омска мы не доедем завтра, то плюс 2. Здесь минут 11. Значит, надо становиться на стоянку. Завтра в 7 утра уже будет светло. Мы спокойно поедем. Ну, мне так кажется, да, это будет правильно. Что сейчас по ночи тут ломиться? О, подорожный. Хорошо. Поэтому
Сейчас коллеги вон припаркуются. Мы за ними тоже паркуемся. И завтра с утра по светленькому все будет видно. Спокойно поедем. Чё?